Корова по имени Мэри Лу жила на небольшой ферме в штате Висконсин. Хозяйка, пожилая женщина по имени Элис, ухаживала за своими животными с любовью и вниманием, но однажды заметила странный нарост на боку Мэри Лу. Сначала он был крошечным, будто укус насекомого, но со временем стал увеличиваться. Прошли месяцы, затем целый год. Нарост продолжал расти, но не причинял корове боли. Ветеринары осматривали Мэри Лу, но не могли точно определить природу этой опухоли. Они полагали, что это может быть киста, возможно, доброкачественная. Мэри Лу продолжала жить обычной жизнью, медленно передвигаясь по полям, жуя траву, как будто ничего не происходило. Но однажды весной, когда солнце уже пригревало землю, нарост вдруг распух и стал напряженным, как будто что-то внутри него двигалось. Элис испугалась и вызвала ветеринара по имени Том. Он приехал с помощником, молодым парнем по имени Джейкоб. Они решили вскрыть нарост прямо на месте, у загона. Когда острый скальпель разрезал плотную ткань нароста, из него вырвался зловонный пар, и все присутствующие инстинктивно отступили назад. Но ужас пришел не от запаха. Изнутри начали высыпаться мелкие существа, похожие на насекомых, но с прозрачными крыльями и сегментированными телами. Они были слепы и двигались вслепую, извиваясь в слизи. Некоторые были уже мертвы, другие живы и активны. Их было десятки, если не сотни. Они копошились в гнилостной массе, которая вытекала из нароста, словно давно забытый кошмар вырвался на свободу. Том побледнел, Джейкоб побежал за дезинфекцией, Элис прикрыла лицо руками. Никто не знал, что это были за существа. Биологи позже сказали, что никогда не видели ничего подобного ни в местной фауне, ни в паразитологии. Их предположения колебались от неизвестной мутации до последствий загрязнения окружающей среды. Мэри Лу, к удивлению всех, пережила операцию. Ее изолировали, обследовали, брали образцы. Больше таких существ нигде не нашли. Ферма осталась прежней. Только загон, где когда-то стояла Мэри Лу, больше никто не использовал. Земля там заросла бурьяном, а птицы почему-то облетали это место стороной. Если вам понравилась эта история, поставьте лайк и подпишитесь, впереди еще много удивительных рассказов.